Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Сегодня расскажу о главном препятствии, которое есть у очень многих людей. Оно блокирует процветание и успех практически в каждой сфере жизни. Что же это? Отвечаю. Закрытое сердце. Как сказал Александр Лоуэн, идти по жизни с закрытым сердцем подобно тому, что пуститься в путешествие по океану с закрытым в трюме корабля. Что же такое закрытое сердце? Чаще это недостаток энергии в сердце. Сердце может закрыться в результате травмирующих ситуаций в детстве и взрослой жизни, из-за неправильных убеждений, навязанных окружающими, негативных родовых программ, пережитого насилия. Это внутреннее подсознательное нежелание человека принимать что-либо в свою жизнь. Простой пример. Когда людям приносишь подарки, угощаешь их чем-то просто так, делаешь услугу безвозмездно, единицы сразу принимают это с благодарностью. В основном ты сразу слышишь: «Да ладно, зачем? Да ты что? Прекрати, не стоит». То есть, по сути, ты делаешь людям добро, а тебе вежливо говорят спасибо, но не нужно. Проблема в том, что мы научились здорово отдавать, но принимать и пожинать плоды своих даяний не умеем. Даже на спасибо отвечаем не пожалуйста, а не за что. Что делать? Твое внутреннее состояние транслируется в мир, проявляясь в мелочах. А что ты транслируешь, то и получаешь в итоге. Если ты не умеешь принимать элементарную маленькую благодарность от людей, то как ты примешь большие возможности и подарки судьбы? Начинай принимать все хорошее, что приходит в твою жизнь. Прямо с сегодняшнего дня. Открой свое сердце для любых подарков и знаков внимания к твоей персоне. Уступили место в транспорте, улыбнись и присаживайся. Угощают чем-то, с благодарностью прими. Хотят тебе сделать подарок? Да на здоровье. С этого дня никаких кокетливых. Да не стоило, не нужно. Зачем было так тратиться? Только благодарность, только принятие. И чем больше твое сердце будет открываться, тем больше ты будешь транслировать в мир энергию благодарности. И начнут происходить чудеса. Ты словно магнит начнешь притягивать новые возможности и счастливую судьбу. Самое главное — благодарить Творца за каждый день, за каждый шанс, за каждое благословение, за каждую радость, за жизнь, за дыхание, за то, что имеешь привилегию чувствовать, давать и принимать. Эта простая вещь откроет перед тобой очень многие двери, и потоки благословений хлынут в твою жизнь. Чем опасно закрытое сердце? Человек замыкается в себе, уходит в депрессию, теряет самоуважение, либо наоборот превозносит себя, считает себя лучше других, становится эгоистом. Понятно, что самые счастливые люди — это люди сбалансированные, с гармоничной самооценкой, умеющие любить себя и других. Человек с закрытым сердцем не интегрирован. Внутри него слишком много травмированных, негативных субличностей, которые мешают ему стать цельным человеком. Это считывается окружающими на подсознательном уровне, и в обществе людей с закрытым сердцем обычно некомфортно. Часто разочаровавшись в любви, испытав травму предательства или отвергнутости, человек опасается открыть свое сердце навстречу новым отношениям, боится вновь испытать острую боль, воспоминания о которой все еще так сильны и глубоки. Выбирает для себя позицию быть любимым, но не любить самому, и надевает на свое сердце непробиваемую броню, закрывается. Опасаясь сильных переживаний, человек, как правило, неосознанно блокирует себя настолько, что кажется, будто он совсем ничего не чувствует. Но это не значит, что он вообще не испытывает никаких эмоций. Сердце не может закрыться целиком. Если человек живет в социуме и адекватно взаимодействует с окружающими его людьми, значит контакт с сердцем есть, но этот контакт обычно очень слабый, на уровне прожиточного минимума. Человек с блоком на сердце вовсе не обязательно должен быть одиноким. Он может встречаться с кем-то и даже иметь семью, но эмоционально не вовлекается в чувства. По сути, это лишь видимость отношений, приоритетом которых является социальный статус, секс или другие выгоды, а не искренность, доверие и любовь. Отчасти это даже удобно. Нет любви — нет страдания. Но у этой медали есть и оборотная сторона. Нет любви — нет счастья.
Когда из года в год человек находится в состоянии сухаря, жизнь для него постепенно теряет свои краски и превращается в тусклую череду однообразных дней. В более легкой форме это проявляется замкнутостью, закрытостью, чрезмерной самокритикой или, наоборот, придирчивостью и нетерпимостью. Иногда такой человек становится роботом, расчетливым, холодным эгоистом. Это может помочь карьере, финансовым достижениям, но не приносит счастья. Человек может даже не отдавать себе отчета, в чем причина его тотального внутреннего одиночества. Бывает и обратная ситуация, так называемая черная дыра. Это вечная недодадина, когда человек постоянно ищет одобрения, внимания и признания собственной ценности и нужности. Такие люди часто ревнивы, требовательны, у них бывают сложности с выстраиванием личных границ, и они могут быть готовы на все, лишь бы не потерять любовь партнера. Подобная модель поведения тоже не приносит человеку счастья, потому что, имея бездонную пропасть в душе, ему никогда не будет достаточно любви и внимания, которое он получает. Со временем человек начинает бояться, что окружающие заметят его ранимость и жажду любви, и закрывается, отталкивает от себя людей, внутренне оставаясь с этой неутоленной жаждой и проявляясь как холодный, отстраненный, бесчувственный человек. Корень осуждения других лежит в непринятии себя. Порой в этом даже сложно признаться, но люди с недостатком энергии в сердце не любят себя, ругают, постоянно пытаются доказать сами себе и другим, что чего-то стоят, и никогда не достигают этой цели. Как снять оковы закрытого сердца и понять, чего вы действительно хотите? Только освободившись от страхов, предрассудков и ограничений. То есть находиться в своем истинном проявлении, слышать себя, доверять себе, чувствовать себя и действовать, исходя из того, что говорит вам ваше сердце, смело проживая все состояния, которые предлагает жизнь. Жить с открытым сердцем значит испытывать весь спектр чувств, от радости до печали. Попробуйте вспомнить людей с закрытым сердцем в вашем окружении. Наверняка с ними не слишком легко общаться, хотя они и не проявляют явной агрессии. Рядом с такими людьми вы можете начать чувствовать усталость, упадок сил, депрессию, какое-то пренебрежение с их стороны, даже если нет никакого повода. А может, это стихотворение про них? Я закрываю сердце на замок. Простите тех, кто не успел согреться. Я пробовала жить с открытым сердцем, не получилось, вынесла урок. Чертовски сложно верной быть себе. Чертовски сложно быть тому неверной, которому в любви призналась первой, хотела многого, осталась в пустоте. Я закрываю свое сердце навсегда. По крайней мере, на года я знаю точно. Я буду гордой, независимой, порочной, но в сердце больше не поселится беда. Я так старалась жить, и видит Бог, я так умела. Я почти сломалась. Смотрите, вот что от меня осталось. Я закрываю сердце на замок. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А я благодарю всех за лайки, репосты и отзывы. До новых встреч. Пока-пока.